COVID-19, который с 2020 года распространился по всему миру, изменил наш стиль работы и нашу повседневную жизнь. Удаленная работа и работа на дому, когда-то описываемые как трудные для реализации, быстро расширились. Удаленные мероприятия, тренинги и ужины становятся обычным делом. В то же время все большее число людей испытывает неопределенную тревогу из-за корпоративных банкротств, безработицы, проблем со здоровьем и непредвиденного будущего. Очевидно, что существует поляризация между теми, кто испытывает беспокойство, но не может сдвинуться с места, и теми, кто пользуется изменениями в своей ситуации и предпринимает устойчивые действия. Как мы можем справиться с бесконечным состоянием тревожности? В этом видео мы рассмотрим, почему появляется тревожность, как ее преодолеть и как предпринять 3-минутные действия, чтобы преобразовать ее в самореализацию. Но прежде чем перейти сразу к теме, приглашаем вас на нашем канале. Здесь мы публикуем видео, которые помогут вам в плане общения, управления жизнью, финансового менеджмента, карьерного планирования и многих других аспектов. Развивайтесь в профессиональной карьере и в повседневной жизни вместе с нами. А теперь давайте продолжим. Если сейчас чувствуете себя подавленным из-за тревожного состояния, первое, что нужно знать, это то, что вы не можете от него просто так избавиться. Так что не пытайтесь свести тревогу к нулю. Вместо этого более эффективным будут знания определенных методов и как их правильно практиковать, чтобы справиться с этим состоянием. Когда будущее неопределенно, ваш инстинкт самосохранения естественным образом приводит вас к депрессивным и тревожным состояниям по поводу будущего жизни. Наш мозг создан так, чтобы в тяжелые времена чувствовать тревогу сильнее, чем надежду и уверенность. Так что не отрицайте этого, а просто примите. На самом деле, игнорируя такие сигналы, как мелькание нетерпения, беспокойства или страха, вы подвергаетесь большей психологической опасности. Не скрывайте это. Не заставляйте себя быть позитивным. Независимо от того, насколько вы обеспокоены, какой бы безнадежной ни была ситуация, пока вы живы, вы можете выбраться из нее. Есть много способов пережить любые невзгоды, если только вы сумеете спокойно рассуждать. Первое, что нужно сделать, это принять чувства тревоги, разочарования, страха и шока, а не отрицать их. Итак, прямо сейчас я тревожусь. Прямо сейчас меня охватывает тревога. Я нахожусь во временном шоке, без надежды на будущее. Постарайтесь распознать свои чувства, принять их и прочувствовать. Тревожность также может означать, что пора меняться. Это означает, что вам пора начать что-то новое, и в каком-то смысле появилась возможность. Это время неуверенности, трудностей, лишений и боли, но это также шанс для больших перемен в жизни. Слово «тревога» часто ассоциируется с негативом. Некоторые люди используют тревогу как предлог, чтобы не действовать, не стараться или откладывать дела на потом. Однако тревога – это не отрицательная вещь. С тех пор, как я изменила свое восприятие тревожности, я смогла стать более эффективной и деятельной. Кстати, что в первую очередь вызывает у нас тревогу? Это когда у нас есть идея или цель на будущее, и в процессе принятия конкретных мер для ее достижения мы чувствуем волнение. Другими словами, это происходит потому, что существует разрыв между воображаемым и реальностью. Когда мы пытаемся преодолеть этот разрыв, мы испытываем волнение. Таким образом, мы можем воспринимать тревогу как знак того, что перед нами будущее. Следовательно, тревога – это естественное состояние, которое будет нас сопровождать до тех пор, пока мы живы. С другой стороны, если вы постоянно чувствуете неудовлетворенность, это может быть серьезным признаком. Это потому, что неудовлетворенность возникает, когда мы слишком многого ожидаем от кого-то другого. То есть, если вы сейчас чувствуете беспокойство, это означает, что вы противопоставляете свои идеалы реальности. Но если вы чувствуете себя неудовлетворенным, вы, вероятно, обвиняете свое нынешнее окружение или кого-то еще.
Еще одно, что нужно знать о тревожности. Даже если мы устраним наш высокий уровень стресса, это на самом деле не означает, что мы решили проблему всей жизни. Жить без тревоги – это все равно, что быть в нейтральном состоянии, без чувства излишней подавленности или напуганности. В каком-то смысле это безопасное состояние, но его отсутствие недостаточно для того, чтобы дать нам надежду на будущее. Человек, который говорит «если бы у меня было больше времени, я успел бы это сделать», не знает, как правильно распорядиться им, когда его становится неограниченным. То же самое можно сказать и о случае, когда говорят «если бы только у меня было больше денег, я смог бы добиться большего». Когда у человека есть неограниченное количество денег, он счастлив до тех пор, пока его не переполняет страх финансовых потерь. Идентично и «если бы только я был моложе, я мог бы сделать это». Не означает ли это, что человек тратит свое настоящее время в сожалениях? Точно так же нередки случаи, когда люди, которые думают «если бы только мне это тревожное состояние не мешало, я бы так хорошо справился», чувствуют слабость и застревают, когда их состояние улучшается. Что нам сейчас нужно, так это надежда. Надежда на будущее. В последнее время было много факторов, которые заставили нас ощутить страх. Просмотр новостей, выход на улицу, работа и бытовая жизнь все чаще сталкивали нас с ситуациями, в которых стали остро осознавать, что то, что раньше воспринималось нами как обычный день, теперь уже не совсем обычный. Те, кто ждал идеальных обстоятельств, окружающей среды или, точнее, времени для улучшения чего-то, слишком долго ждали. В прошлом общество, компания или кто-то другой дал бы нам надежду. Но не огорчайтесь. Вы сможете пережить и это. Все наладится. Впереди будут и хорошие вещи, и времена. Когда вы так чувствуете, становится легче действовать. Что мы можем сделать, если не можем ожидать больше от кого-то или от чего-то надежду? Мы можем обратиться к себе и найти в себе эти проблески надежды. Первый шаг к этому – подумать о своих мечтах и целях. Мысли типа «я хочу сделать это», «я надеюсь, что все пойдет так», «я хочу сделать что-то подобное». Мечтай о будущем, каким бы банальным оно ни казалось. Это первый шаг к превращению тревоги в надежду. Как только вы достигли этой точки, теперь нужно превратить эту надежду в реальность. Если надежда остается надеждой, то разрыв между идеалом и реальностью станет еще больше, а это может привести к дальнейшему тревожному состоянию. Так как же сделать так, чтобы ваши надежды сбылись? Вот несколько советов, с которых можно начать. 1. Действуйте немедленно. 2. Сделайте маленький, но первый шаг и постарайтесь действовать в течение 3 минут. Вот что я имею в виду. Прежде всего, если у вас есть мечта или цель, какой бы тривиальной она ни казалась, немедленно примите меры. Конечно, конкретные действия – единственный способ добиться результатов. И иногда трудно действовать, когда ты знаешь, что это важно. Иногда мы знаем, что действовать важно, но трудно начать. Легче сказать «слишком много работы» или «завтра сделаю». Чтобы найти советы о том, как стать человеком дела, посмотрите наше видео на эту тему, перейдя по ссылке в описании этого видео или щелкнув всплывающее окно. Ну, а теперь, как нам убедиться, что мы действительно сможем принять меры? На самом деле речь идет о том, чтобы свести к нулю препятствие первого шага. Например, если вы скажете «я собираюсь бегать полчаса», вы, скорее всего, захотите сделать это как следует. И тогда вы начнете думать, что для того, чтобы сделать это правильно, вам необходимы некоторые условия. В результате вы начинаете находить оправдания не делать этого. Например, «мне сегодня не по себе и на улице дождь». Или «я забыла постирать одежду для пробежки». Или «у меня больше работы по дому, нет времени для пробежки». Или «холодно, я могу простудиться» и так далее. Это приводит к тому, что вы так и не пробежитесь. Может быть завтра, а возможно и нет. Вот где 3-минутное действие вступает в силу. Если вы собираетесь на 30-минутную пробежку, спросите себя, что я буду делать в первые 3 минуты.
Например, вы можете переодеться в спортивную одежду, надеть кроссовки, растянуть ахиллово сухожилие, выйти на улицу и сделать глубокий вдох. Эти действия можно выполнить за 3 минуты, независимо от того, какая погода – дождливая, сонная, незавершенные дела. 3-минутные действия уменьшают как психологические, так и физические препятствия к деланию. Можно сказать: «Я устал, но 3 минуты могу посвятить этому». Или, по крайней мере, надену кроссовки. 3-минутное действие – это очень простой метод. Каждый день в течение 3 минут вы посвящаете делу, которое приблизит вас к достижению ваших мечт и целей. Некоторые могут подумать, что 3 минуты недостаточно для того, чтобы сделать что-то значительное, и это бессмысленно. Но вы будете удивлены, как много вы можете сделать за это время. Вам даже не нужно завершать 3-минутное действие. Почему? Потому что намерение состоит в том, чтобы сделать этот метод вызовом начинать действовать. Если через 3 минуты все пройдет гладко, не останавливайтесь, а просто продолжайте. Нередко за 3-минутным действием следует 15 или 30 минут написания предложения, ответа на электронную почту, учебы, чтения, пробежки, медитации и так далее. И это то, к чему мы стремимся. Если этот метод вас не мотивирует или кажется неправильным, это всего 3 минуты, и вы легко можете переключиться на что-то другое. Однако, если вы стремитесь превратить тревожность в надежду, начните с этого простого метода. Теперь давайте оглянемся назад и подведем итог содержанию этого видео. Прежде всего, в связи с пандемической ситуацией увеличивается количество людей с неопределенной тревогой. Это естественный защитный инстинкт мозга – чувствовать себя подавленным, когда думаешь о жизни и работе в неопределенном будущем. Во-вторых, тревога ощущается, потому что существует разрыв между идеалом и реальностью. И когда мы пытаемся заполнить этот разрыв, мы становимся тревожными. Более здоровым является чувство тревоги, а не неудовлетворенности. Таким образом, это нормальное состояние бытия, которое будет нас сопровождать до тех пор, пока мы живы и позитивно на что-то нацелены. Наконец, мы можем преодолеть тревогу, переключившись на надежду, на мечту или цель, а затем сразу же предпринять 3-минутное действие. На этом мы завершаем наше рассуждение о секрете 3-минутных действий по уравновешиванию вашего психического здоровья во время пандемии. Спасибо за ваш просмотр. Мы надеемся, что вы извлекли полезные советы из этого видео, и если вы считаете их эффективными, поделитесь с кем-то, кто находится в тревожном состоянии. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал для подобных видео. До встречи в следующем выпуске.